Это первый дом, в котором мы жили, когда приехали в Словению. Это, получается, дом как бы на два входа, называется он двойчик по-словенски. Вот, ну, видно по этой черной полосе стыку немножко разный цвет фасада. Ну, фактически дома практически зеркально один относительно другого. Здесь вход. Там спуск в подвал, там небольшая квартирка отдельная. И у нее есть выход на парковку. Здесь живут одни люди, это одна квартирка. А мы жили вот здесь этажом выше. И там еще выход на крышу. Там живет Карлсон иногда. Так, ну вот так вход. Здесь сразу одна комната. Справа еще одна, там дальше кухня. И здесь сразу слева ванная. Такие есть интересные выключатели. Хорошо, что в полу есть хотя бы сток. А так ни шторки, ничего нет. Зато есть БД. Унитаз без бачка. Смывается вода просто так. Вот тут такое зеркальце. Шкафчик. Небольшая прихожая. Здесь такой себе шкаф даже неплохой. Это уже жильцы предыдущие забрали свою люстру. Мы здесь жили фактически, заехали 5 лет назад, прожили меньше года. Здесь, в принципе, в Словении практически везде есть проблемы с плесенью, поэтому на стенах вот такие неприятности присутствуют достаточно часто. С этим ничего не сделаешь. Просто перекрашивают, поверх закрашивают и все. Тут уже слоев краски видно очень много. Вот так. Участок небольшой здесь, поэтому соседи близко. Такая система ролеты. За эту ленту, если потянуть, то опускается. Тянем вниз. Вот так вот тянем вниз, достаточно тяжело. И оно фиксируется. Ролета вся эта сматывается вот сюда, вот этот ящик. И поскольку ролета с наружной стороны, там есть достаточно большая щель, получается, что в ящик заходит холодный воздух. Вот здесь тоже оно все, конечно же, не герметично. И холод идет не только через окно, а еще и через этот ящик. Вот так. Вот эта вот мебель такая, она очень популярна в Словении, ее можно много где встретить. Я, честно говоря, не знаю, какого она года, но примерно, я так понимаю, 70-е, 80-е, что в нескольких домах я видел абсолютно одинаковые вот эти вот стенки. Сама дом строил архитектор, как бы под себя, он тут все продумал, но вот в Словении очень часто проблема с вентиляцией. Зачем делать вот эти вот ниши, которые реально обрастают плесенью, непонятно. Но у них такая фишка. Там не видно, а с этой стороны видно, что тут у нас грибочки. Грибочки у нас по всей стене. И, соответственно, то, что у вас в шкафу, оно тоже будет все периодически покрываться разноцветными всякими такими штучками. Желтенькими,
зелененькими, серенькими. Вот аналогично ролеты, балкончик. И вот как у них открываются балконы. Вот получается эта ручка. Она как бы приподнимает дверь, и тогда она открывается. Так, балкончик. Там в хорошую погоду видно горы. Это вот, соответственно, окно, там, где мы только что были. Это уже соседи, следующие окна. И тут видно территория буквально 2 метра от дома по периметру. И небольшой огородик. За счет этого механизма вот здесь вот можно сделать так, чтобы вот так механизм отклоняется, и можно сделать так, чтобы ролеты опускались не просто вниз, а вот так под углом они шли, и еще какой-то воздух заходил в дом, когда жарко. В принципе, неплохое решение. Дом, если я не ошибаюсь, то дом это вот закрытый, открываем и вот так. Дом, по-моему, 73 или 76 года, но уже тогда у них была система, вот можно открыть окно. Здесь, конечно, он все откроется. Попробуем на другом. Покажу систему, как открываются окна. Вот тут на кухонном. Здесь тоже небольшой балкончик. Принцип открывания такой же. На балконе тоже, соответственно, ролеты, которые также вот эти вот ящики сверху прячутся, сматываются. Ну, снаружи, конечно, это никто ничего не красил. Окошко, чердак. Прикрываем, придерживаем и так закрываем. Да, ну вот, окно попробуем открыть. Окно одной рукой. Вот. И туда открываю. То есть открывается и так. И вот тут такая система, механизм. Идут направляющие. Вот этот рычажок мы переводим в такое положение. И теперь окно открывается у нас. Открывается ли? О! Вот, и теперь окно открывается на проветривание. Такой себе стеклопакет 70-х. Теперь рычажок обратно. Вот, и снова открывается. Так. Тут столик, диванчик. Когда мы здесь жили, этой кухни не было. Эту кухню хозяйка нашла просто на мусорке. Я вот сейчас точно не помню, но, по-моему, 78-го года наклейка была сзади на кухне. Но при этом здесь есть обалденная вещь. Сейчас так покажу. Оп, и такая обалденная поверхность. Здесь она по ширине больше, чем столешница выезжает. То есть для готовки, для какой-то лепки обалденно. Не знаю, почему в современной кухне такого нет. Ну, в современных, наверное, такого нет, потому что никто уже дома так не готовит, не лепит, как раньше. Это отдельный фабричный такой модуль. По-моему, Грени их производят тоже в Словении. Они еще бывают здесь вместо шкафчика, может быть, еще холодильник. То есть такое и плита, и холодильник, и мойка. И надо всего лишь тут каких-то 1,5 квадратных метра. В Словении очень часто воду они перекрывают. Почему-то они делают вот так вот. Такое решение в стене.
Тут, правда, еще никакого нет ни вентиля, ни ключика. Бывают какие-то колпачки одевают. Но выглядит, конечно, это все уродски. Вот. Плита, баллон, хотя газ в доме есть. Но на второй этаж газ не заведен. Почему-то. Вот как-то так. Как-то так. Сейчас, кстати, вам покажу. Вот, соответственно, аналогично. Это здесь проходят трубы, и здесь перекрывается вода. Соответственно, вот здесь, ну, это уже с красивым декоративным колпачком. Здесь тоже можно перекрыть воду отдельно, которая идет подача на унитаз. И здесь под раковиной тоже где-то вот там вот трубы идут, там тоже они перекрываются. Ну, собственно, все. Как вы думаете, сколько стоит такой домик? Ну, вас, чтобы не томить, я скажу, что эти полдома хозяйка хотела продать за 280 тысяч евро. Потом она передумала и решила продавать за 400 тысяч евро. Я напишу в описании адрес. Вы сможете посмотреть на гугле, как далеко это от центра, где это вообще находится в городе. Вот. Мы когда заехали, то мы платили под 350 евро в месяц. Сейчас ребята платили фактически, точнее они съехали из-за того, что хозяйка хотела 650 евро в месяц. На уровень ниже квартирка немножко получше выглядит. Там сейчас люди живут, заехали недавно. Они платят 700 евро в месяц, ну, соответственно, коммунальные отдельно. Вот так вот. Здесь тоже все уже по верхам видно, мазано, перемазано. Не знаю, как камера это передаст, но я думаю, видно, что оттенок. Это все толком никогда не красилось, оно только подкрашивалось, подмазывалось. Потому что плесень. И приходится с ней бороться. Серьезно, это серьезное вложение, но когда человек не хочет париться, то просто путем подмазывания пытается решить проблему, но оно, конечно же, не уходит, это просто временно. До того, как заедут новые арендатели, оно как бы подкрашивается и все. Сдали в аренду, а потом уже не важно. В общем, так. Пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. Объективна эта цена для жилья или нет. Сейчас еще покажу немножко снаружи, покажу парковку. Завалено всяким барахлом. Здесь такая решеточка. И здесь для нее вот сливчик, чтобы говняшки не застаивались. Парковка большая, огромная парковка на 2 машины. Если смарта, то 4 может войдет. Ну так, как-то так.